Наносить рельефы мы будем гипсовой шпаклевкой Knauf Uniflot. Ее мешок выглядит таким образом. И к нему идет подробная инструкция, переведенная на несколько языков. Вскрываем мешок шпаклевки. Она имеет молочный цвет. Пересыпаем шпаклевку в пластиковые банки с герметичными крышками. Это мы делаем для того, чтобы шпаклевка хранилась длительное время и не теряла свои свойства. Плотно закрываем банку крышкой и подписываем маркером название шпаклевки. Так я делаю со всеми сухими материалами, которые использую в работе. Далее необходимо подготовить смесь клея ПВА с водой. Наливаем клей в мерную емкость. Я использую клей Момент ПВА универсальный. Наливаем его в банку и добавляем 2 мерные емкости воды, чтобы получился слабый раствор клея. ПВА Момент очень густой, и чтобы убедиться, что он хорошо растворился, я промешиваю его рукой. Далее нам понадобится гипсовая шпаклевка, деревянная палочка и емкость для размешивания. Наливаем 2 мерные ложки разведенного клея. И 4 ложки без горки гипсовой шпаклевки. Аккуратно размешиваем деревянной палочкой до однородной массы. Шпаклевка должна быть немного жиже обычного. Вот так. На следующем этапе разведенную шпаклевку наносим только на армирование. Делать это следует резкими движениями, так, чтобы шпаклевка обволакивала все саморезы и проволоку. Между ними не должно оставаться пустот. Понаблюдайте за процессом. Так необходимо закрыть армирование всех отдельных частей барельефа. В этот момент следите за тем, чтобы не закрыть линии рисунка розы. Действуйте аккуратно. Вот так будет выглядеть работа на данном этапе.
И еще такой совет. Промывайте инструменты в ведре с водой и ни в коем случае под краном, так как шпаклевка тяжелая и может засорить ваши сливные трубы. Посмотрите, что скапливается на дне ведра после промывания инструментов. На следующем этапе ставим планшет в вертикальное положение. Далее необходимо раствор клея развести еще раз водой на 50%. Доливаем воды в соотношении 1 к 1. Размешиваем. Далее разводим шпаклевку в соотношении 1 к 2. 3 мерные ложки клея и 6 мерных ложек шпаклевки без горки. Аккуратно размешиваем раствор деревянной палочкой до однородной массы. Раствор шпаклевки должен получиться вот такой консистенции. Затем начинаем набирать объем лепестков розы по тем местам, которые остались свободными от армирования. Объем постепенно наращиваем к тем местам, которые в барельефе должны быть самыми выступающими. Но в этот момент ни в коем случае этим раствором не набирайте полный объем барельефа. Этот слой будет выступать в виде подложки для лучшего сцепления гипса с МДФ, так как у МДФ и гипсовой шпаклевки плохая адгезия. Старайтесь в этот момент не потерять рисунок розы. Вот так будет выглядеть работа на данном этапе.